Добрый вечер, дорогие гости. Сегодня мы собрались, как сказал уже Руслан, поговорить о переменах. Мы знаем, что существует два типа людей. Одни есть новаторы, другие консерваторы. И одни предпочитают идти уже знакомыми путями, уже протоптанными дорожками, в то время как другие предпочитают что-то менять себя, менять окружающих. Каждый сам выбирает свой путь. Но в то же время мы знаем, что наш мир меняется каждую минуту, каждый день, и он порой требует изменений от нас, даже тогда, когда мы этого не хотим. Вопрос в том, какие изменения нам необходимы и какие действительно важны. Сегодня у нас в гостях Вишакхой Диди, это эксперт в области перемен, которая меняется каждый день, и у нее в жизни было столько перемен, сколько еще даже не может сказать там. Она говорит, что для того, чтобы меняться, надо идти по жизни с открытым сердцем. Поэтому мы хотим задать первый вопрос: что же значит идти по жизни с открытым сердцем? Okay, well, that's a great question. Это отличный вопрос. Well, according to my understanding and the understanding that I've gathered from the association of my spiritual teachers, it means to go forward in life with an unprejudiced spirit. Согласно моему пониманию и пониманию, которое я почерпнула от моих учителей, это означает идти по жизни вперед, избавившись от предрассудков, с сердцем свободным от предрассудков. To be open to change. Быть открытой к изменениям. And to not be too fixed on any one set of ideas. И не слишком задерживаться на каком-либо одном наборе идей. Because our tendency is to base our understanding on the environment in which we live. We're born, we work, we live. Зачастую мы привыкли формировать свои идеи в соответствии с окружением, которое существует вокруг нас, в соответствии с тем, как мы выросли, в какой среде мы растем и работаем. We tend to identify ourselves with the environment in which we are born and live in. Мы склонны отождествлять себя, связывать себя с тем окружающим миром, в котором мы рождены и работаем. So, we're born into a particular social class, in a particular country, with a particular degree of education that is available to us. Итак, мы рождаемся в определенной социальной группе, в определенной стране, мы получаем определенный уровень образования, что нам доступен. A particular race, a particular gender. Определенная раса, определенный пол. Economic status. Экономический уровень. Our tendency is to identify ourselves with all of these things and to assess our environment and all the things that take place in the world on the basis of that. И мы склонны отождествлять себя со всем вышеперечисленным и далее судить о ситуации в мире, в окружающей нас обстановке в соответствии с этим. So what we're saying in a nutshell is that we are encouraging persons to search for absolute truths, not relative truths. И если коротко сказать, то, к чему мы призываем всех, это стараться найти абсолютную истину, абсолютные критерии в противоположность относительным суждениям. So that means truths that are independent of these local, relative, provincial concerns. То есть мы говорим о поиске тех истин, которые будут независимы от локальных, местных, провинциальных интересов. So, like for example, let's say there's a beautiful woman sitting. Например, давайте представим, что сидит красивая женщина. And there's some crowd of people around, and they all notice this woman, but they're all thinking different things when they see her. И вокруг нее собралась толпа людей, и все они видят ее, но каждый будет думать что-то свое про нее. So another beautiful woman will think, oh, that lady's so beautiful, I'd like to know where she got her makeup done. Например, другая красавица, сидя неподалеку, может подумать, ой, какой замечательный у нее макияж, интересно, а где она такой макияж сделала? Or a man might think, oh, that lady's very attractive, I would like to get to know her better. А мужчина может подумать, ой, какая красивая женщина, надо с ней познакомиться поближе. Or somebody else, let's say a Brazilian person, they may think, oh,
that lady looks like she could be Brazilian like me. That's so cool. А кто-то человек, например, бразилец, может подумать, ой, эта женщина, она такая красивая, прям как бразильянка, прям как я. Or there may be a pickpocket in the crowd who thinks, oh, this lady looks like she could have some money. А карманник, сидящий в этой толпе, может подумать, о, эта женщина выглядит так, словно у нее в кармане наверняка есть деньги. Maybe I can try and steal her wallet. Может быть, мне стоит попытаться украсть у нее кошелек. Or somebody else, oh, she looks like an educated woman. Maybe she went to the same university that I went to. А кто-то может подумать, о, она выглядит как образованная женщина, быть может, она училась в том же университете, что и я. So in this way, we all perceive persons, events that take place with our particular localized, experience. Таким образом, мы воспринимаем все события и людей, что окружают нас, в соответствии с нашим локальным опытом. And really what we're doing is we're limiting ourselves. We're limiting our consciousness. We're limiting our understanding and our experience of life. И по сути, что мы делаем при этом? Мы ограничиваем себя, мы ограничиваем свой опыт, мы ограничиваем то, что способны воспринять в окружающем мире в соответствии со своими локальными представлениями. Sri Chaitanya Dev, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has a very beautiful expression. Naham vipro nachanar patir napi vaisho napi sudro naham varni nacha griha patir no vanasto gatir va kintu prodyan nikila paramananda purnamritabder gopi bartu parakamalayor dasa dasanu das. He says that I don't identify myself with anything of this world. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Чайтанья Дев сказал одну очень красивую вещь. Он сказал, я не отождествляю себя с чем-либо в этом мире. I don't consider myself to be a spiritual scholar, a renunciant, a householder. Я не считаю себя духовным ученым или отреченным человеком. Я не считаю себя домохозяином. A celibate. Не считаю себя ведущим целибат. Then we can extend that, that I don't consider myself to be American or Russian or French or Ukrainian or Chinese. Мы можем расширить это и сказать, это означает также, что я не буду считать себя американцем, украинцем, испанцем, какой-либо другой частью какой-либо другой страны. To be rich, to be poor, to Или be богатым, beautiful, или бедным, to be ugly, красивым или уродливым, to be fat, to be thin. толстым или худым. These are all temporary identifications according to the Vedic understanding. Согласно ведическому пониманию, все вышеперечисленное – это временные ярлыки. But, he says, but I only consider myself to be a spirit soul and a servant of our loving Lord, Sri Krishna. Но, продолжал он, единственный, кем я себя считаю, это слугой нашего любящего Всевышнего Господа, Шри Кришны. And actually, it is only with such a conception, if we will come to embrace this type of spiritual perspective, that harmony will be possible. И на самом деле только с такого рода представлением, если мы сумеем принять такого рода духовные воззрения, гармония станет реальна. It is only because of a lack of that spiritual vision that there are so many clashes, fighting, quarrels in this world. Ведь только из-за нехватки подобных духовных представлений в мире возникает столько схваток, конфликтов, трудностей. That I belong to this country, I belong to that country, or this is mine and this is yours. It is because of this artificial division that there are so many problems in this world. Я принадлежу к этой стране, ты принадлежишь к этой стране, это мое, это твое. Ведь это все искусственные подразделения, искусственные границы, созданные условиями этого мира. But if we can embrace this consciousness, which is based on absolute truth, that truth which is permanent and relevant at all times, all places, and all circumstances, if we can embrace that, then immediately all the problems in this world will dissolve. Но если мы сумеем принять абсолютную истину, то есть станем опираться на абсолютные суждения, которые не зависят от каких-либо относительных временных обстоятельств этого мира, тогда все проблемы, все трудности растворятся. So, this is our particular faith, but what we are saying to the people is, you please begin to approach life with more of an open mind.
Итак, мы склонны верить именно таким образом. Но с чем мы обращаемся к вам? Мы предлагаем вам относиться к жизни, идти по жизни с более открытым разумом, с более открытым сердцем. To not be too rigid and set in the conceptions which you have acquired in your particular environment or according to your particular set of experiences. Не становиться чересчур жесткими или терять гибкость в своих убеждениях, то есть не застывать в том наборе убеждений, что сформировалось у вас в силу тех или иных условий, в которых вы росли и жили. And to be open to the possibility that things could be infinitely better than you could even begin to imagine. И постарайтесь принять идею, что все может стать бесконечно лучше, чем вы можете даже вообразить.